Они ежедневно пьют чапо и не знают, что такое современные болезни. Их супермаркет – это лес, а собственная медицинская система настолько серьезная, что содержит многотомную энциклопедию традиционной медицины. Цель этого видео – не романтизировать джунгли и не делать из людей супергероев, а увидеть другой образ жизни, что они едят, как готовят, как поддерживают здоровье и что из этого можно перенести в нашу жизнь. Hola, bienvenidos. Hola, qué bueno verlos. Кто такие мацес? Мацес – коренной народ Амазонии, также известные как майоруна. Они живут на границе Перу и Бразилии. Их территория – это густые тропические леса и реки, которые определяют все – еду, маршруты, работу, традиции и темп жизни. В рационе у них ежедневно плантаны и маниок, он же кассава. Это не экзотика, это просто их базовый источник энергии, как для нас хлеб или картофель. Плантаны – это плотные крахмалистые плоды, которые чаще варят, чем едят сырыми. Маниок – корень, который в Амазонии веками был базовой пищей. Еще к этому лесные плоды и фрукты, как дополнение к базовым продуктам. Базовые продукты мацес – это именно цельная еда. Плоды, корни, рыба, дичь. Если сказать коротко, это еда, которую не нужно изобретать в лаборатории. Ее просто добывают и готовят. Что такое чапо? Чапо делают из спелых плантанов. Их варят, потом мягкую мякоть протирают и смешивают с водой до нужной густоты. Подают теплым. Есть важная культурная деталь. Чапо – это не просто еда, это еще и гостеприимство. Упоминается, что его предлагают гостям. Также встречается указание, что его могут пить ежедневно, и что это может быть утром или ночью. Плантаны, из которых варят чапо, богаты калием, резистентным крахмалом, клетчаткой, витамином С и магнием. Это объясняет, почему у мацес нет проблем с сердцем. И еще один важный момент – термообработка. Когда крахмалистый продукт варят, структура крахмала меняется, он становится по-другому переваримым. А если сказать иначе, он не расщепляется в желудке, доходит до толстого кишечника и там работает как источник пищи для бактерий. Предчувствую вопрос, почему вы бананы называете плантанами? Дело в том, что эти плоды отличаются пищевой ценностью. Хотя плантаны и называют овощными бананами, состав у них другой. Например, в плантанах больше витамина В6, витамина С и есть другие различия. Бананы у них едят сырыми, а плантаны только в приготовленном виде. Как они готовят и как выглядит их кухня? Приготовление в лесном быту очень примитивно. Огонь, котел, варка, иногда запекание. Меньше сложных блюд, больше понятной еды. Сварил, приготовил, съел. Это не потому, что не умеют, а потому, что в таком ритме нет смысла усложнять то, что и так работает. Как и чем они лечатся? Одна из самых сильных особенностей мацес – отношение к знаниям. Их традиционная медицина – это не набор случайных советов, а большая система, которая сохраняется внутри сообщества. Известно, что их целители создали энциклопедию традиционной медицины и работали над сохранением лекарственных растений через лечебные леса, участки, где выращивают и поддерживают важные виды растений. Это сильная особенность мацес. Они не потеряли знания, как другие племена. Они собирают и закрепляют. В амазонских сообществах широко известны натуральные подходы. Например, в регионе используют лемонграсс как теплый напиток при лихорадочных состояниях и для поддержки желудка. А для кожи и ран в Амазонии известен уруку, аннатто. Его традиционно применяли для кожи, в том числе с антибактериальной целью. Амазония – это место, где опасности реальны, укусы, ядовитые насекомые, инфекционные риски, и поэтому в подобных регионах практика всегда одна – действовать быстро и осторожно.
Если случается серьезный укус, ключ – минимизировать движение, не усугублять ситуацию грубыми действиями и как можно быстрее добраться до тех, у кого есть средства помощи. Hola a todos, hoy les muestro cómo preparamos nuestro arroz tradicional. И возникает логичный вопрос. А что можно взять полезного из образа жизни Мацес и перенести в городскую жизнь? Первое. База еды. У Мацес рацион построен вокруг простых источников – корни, плоды, рыба, мясо, фрукты. В городе это можно перевести так. Меньше еды из пакета, больше цельных продуктов. Второе. Чем проще, тем лучше. У Мацес не тратят много времени на приготовление пищи, готовят все просто. Большинство гурманов с этим не согласятся, но, с другой стороны, некоторые женщины не выходят с кухни с утра до вечера, и это другая крайность. Третье. Движение как часть дня. У них движение встроено на постоянной основе с утра до вечера, а в городе все иначе. Большую часть дня люди малоподвижны, а потом идут в фитнес-центр, чтобы час потренироваться. Это хорошо, но этого мало. Полезнее для здоровья обеспечить себя двигательной активностью в течение всего дня. Четвертое. Хранить традиции. Они сохраняют систему традиционной медицины, которая проверена столетиями. Она покрывает все их нужды по здоровью, не прибегая к современному оборудованию, протоколам лечения и дорогим медикаментам. Все, что Мацес нужно для здоровья, растет у них под ногами. Напишите в комментариях, что вы думаете, справится ли народная медицина с болезнями современного общества. А я пока дам рецепт чапо, простой, понятный, повторяемый. Берем 2 очень спелых плантана. Если у вас не продаются, тогда замените бананами. Очищаем, нарезаем, варим до мягкости. Потом разминаем и протираем через сито, добавляя воду до нужной густоты. Подаем теплым. Получается напиток, который дает ощущение сытости и энергии, но без сладких или химических вредностей. Итак, Мацес – это не люди из прошлого. Это люди с другим устройством жизни, который сохраняется поколениями. Если вам интересна такая тематика, напишите в комментариях, мы продолжим рассказывать о необычных народах и племенах. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить, и обязательно напишите в комментариях, какую одну привычку из этого видео вы бы попробовали внедрить уже на этой неделе. Hoorah! Hoorah! Spirits of the forest, guide us! This plantain drink is so good. It's so bush. I love this.